Всем привет! В этом видео будем собирать потолок с длинными нишами глубиной 3 см под точечные светильники. Начнем мы издалека. Дело в том, что в этой комнате мы не просто обшиваем стенки и ригеля, но и делаем правильную геометрию с 90-градусными углами. А перед тем, как делать потолок, на котором есть элементы в виде прямых коробов или ниш, надо сначала сделать базовые поверхности, к которым этот потолок примыкает, и от которых мы можем брать нужные нам размеры. Мы уже обшили одну стену гипсокартоном и ригель на противоположной стороне. Осталось сделать еще два ригеля, хотя бы их вертикальные части. Выставляем лазерный осипостроитель под 90 градусов к одной из готовых стен и проставляем отметки для профиля. Обычно мы отбиваем линию, но в этом случае нам мешают гофры, поэтому удобнее отметки. По этим отметкам засверливаем направляющий профиль и собираем каркас. Это наша стандартная схема обшивки ригеля, когда вертикальные перемычки закреплены в нижней своей части на подвесы. Схема установки нижнего углового профиля может быть разной. Или на закладных, как на предыдущем каркасе, или сразу надеваться на перемычки, как вот здесь показано. Перемычки расположены через 40 см, для того, чтобы зашиваться листами по 1,20 м. Готово. Мы обшили вертикальные стороны ригелей, и теперь у нас есть базовые поверхности для разметки горизонтальных уровней потолка. И в дальней части под ригелем, и по центру комнаты. На нужной высоте по углам проставляем отметки. Через эти отметки синькой отбиваем линии. По этим линиям закручиваем направляющие профиля. На этом этапе у нас появляется видимая граница потолка по уровням, то есть его основная форма. Теперь осталось сделать разметку для ниш, а их у нас будет 3 штуки, и разместить на потолке CD-шки. Обычно в наших потолках расстояние между потолочными профилями равно 40 см, но только не в этом случае. Наличие двух ниш вносит свои коррективы. На самом деле я еще не знаю, как будут расположены листы на потолке, поэтому профиля есть, но они еще не закреплены, их можно двигать. А собирать каркас мы начнем с той части потолка, которая обходит ригель снизу. Здесь тоже есть одна ниша. Это готовый каркас. И теоретически мы можем зашить его гипсокартоном. Но сделаем это только после того, как еще один специалист закончит свою работу. Это связано со звукоизоляцией потолка. Далее вы сами можете увидеть, что ниша образована двумя вертикальными гипсокартонными шторками. Они закреплены от бетона на полноценном каркасе. Низ этих шторок является опорой для горизонтальных профилей. В центральной части мы уже сделали разметку для ниш и собрали для них каркас. Тут схема сборки немножко отличается от той, что была под ригелем. Заодно собрали каркас для всего остального потолка и выровняли его на самодельных подвесах типа уголок, потому что длины стандартного подвеса не хватило. Итак, звукоизоляция. Это не минеральная вата. Это какая-то специальная акустическая вещь, которая стоит раз в 10 дороже. И так как мы не занимаемся такими работами в принципе, то пришел отдельно мастер, который установил ее на зонтике. И сказал, что все, больше здесь ничего дополнительно делать не надо, зашивайте гипсокартоном как есть. Перед тем, как зашить гипсокартон, нам нужно доделать ниши, которые находятся в центральной части потолка. Длинные стороны у нас готовы, осталось сделать торцы. Собираются они вот таким, можно сказать, примитивным способом. Просто 3 профиля и кусочек гипсокартона. Даже можно не на всю высоту его ставить. Линии для донышка ниши у нас уже есть.
По этим линиям закручиваем направляющие профиля. Кстати сказать, разница в уровнях у нас равна 3 сантиметра. После этого ставим еще дополнительно пару перемычек под стык полосок на 1,20 м и смотрим, чтобы они не попадали на светильники. Следующие несколько секунд дадут ответ на самый часто встречающийся вопрос под тем видео, где я в одиночку ставлю лист на потолок. Как выглядит планка для первого листа? Вот так она выглядит. Одно ухо загибается вниз и крепится к стене. Дальше, как обычно, поднимаем лист и прикручиваем его. Лист этот не целый, поэтому можно обойтись и одной планкой. По прикрученному листу делаем разметку для краев ниши. Закручиваем саморезов в металл и лишний гипсокартон выпиливаем. Докручиваем недостающий кусок. И в принципе начало у нас уже есть. И даже ниша почти готова. Осталось донышко вкрутить. Следующий лист пойдет в разбежку с другого конца комнаты. Устанавливаем вспомогательную планку. Вот тут видно еще один момент, за который многие спрашивают. Г-образная часть, она прикручивается сверху на поверхность листа, а не вставляется между листом и профилем. То есть она никак не зажимается, ее можно открутить потом. Продолжаем зашивать потолок большими листами. Донышко в нише со стороны окна уже готово. Здесь остался небольшой кусочек. И после этого доделаем вторую нишу. С центром потолка мы закончили. И теперь продолжаем обшивать ту его часть, которая находится под ригелем, с третьей нишей. Здесь у нас профиля расположены таким образом, чтобы первый кусок был общим, потом два раздельные и последний тоже общий. Зашили все, что можно, и по гипсокартону потолок готов на 95%. Ниши глубиной 3 см на глаз смотрятся вполне адекватно. Пока в них нет лампочек, они выглядят как рельеф, а не как часть освещения. А вот и недостающие 5% готовности. Это нижняя часть ригеля над окном. Мы ее установим только после того, как окно заменят. Ну а так-то в принципе все готово под отделку. Итак, мы свое закончили. То есть нам поменяли окно. Мы закрутили гипсокартон снизу ригеля. И теперь вы видите первый этап отделки. Это самое ее начало. То есть, когда шпаклюются саморезы, запечатываются швы и ставятся уголки. А это следующий этап отделки. Практически перед покраской. Благодаря технологии фирмы Unitech, здесь не нужно шпаклевать всю поверхность равномерным слоем. Напомню, что при обычной стандартной отделке этот слой шпаклевки нужен для того, чтобы закрыть гипсокартон и выровнять его поверхность под уровень бумаги. Той самой бумаги, которая клеится на торцевые стыки гипсокартона внахлёст. Затем этот слой доводится до ума вышкуриванием. Но в нашем случае все это не нужно. Это готовый потолок, который у нас в конце концов получился. Уже в краске и со светильниками. Сам потолок у нас белый, а стены покрашены в краску разного цвета и тона. Ниши имеют свой собственный цвет. Это такой светло-шоколадный оттенок, и он придает им определенную сочность формы. Ниши хорошо заметны на потолке даже при выключенном освещении и выглядят не как нарисованные цветные полоски на белом фоне, а как вполне такая ощутимая вещь. Сейчас я похожу по углам комнаты, для того, чтобы у вас была возможность оценить вид потолка в таком дизайне со всех сторон.
принципе, показывать больше нечего. И на этом моменте можно завершить сюжет про изготовление потолка в детской. Хочу только напомнить, что в создании этой красоты принимали участие мастера фирмы Unitech MD. Ну а с вами мы не прощаемся. До новых встреч в следующих видео.